Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как заменить полотенцесушитель в ванной, который есть почти в каждой квартире. Эта сушилка для полотенец подключена к системе отопления, но сейчас начало осени, система отопления еще не включена, в ней вода слита, и поэтому можно смело менять данный элемент. Центральная система отопления выполнена из металла, на пластик еще не заменена. Здесь на металлическом змеевике подсоединены старые металлические муфты, которые закрашены, им уже 100 лет. Здесь заметно была протечка небольшая. И я подозреваю, что по всей площади изнутри тоже уже нет хорошей стенки. И в дальнейшем могут образоваться такие же дырки уже в других местах. А если будет вода, то это чревато затоплением соседей. Для квартиры желательно брать сушилку из нержавейки, потому что латунная выдерживает маленькие давления, и в случае превышения оптимального значения она может просто лопнуть. Моя новая сушилка имеет М-образную форму, имеет два крепежа, которые засверливаются на стену. Эти крепежи легко снимаются, крепятся к стене через это отверстие внутри на дюбель-гвоздь или на обычный шуруп с дюбелем. Здесь есть такой регулировочный винт, который фиксирует крепеж на нужном удалении от стены. Его можно в любом положении закрутить или дальше, или ближе. На раструб полотенцесушителя я накручу переходник с 3/4 на полдюйма, потому что система отопления полдюймовая. И затем с помощью американки поставлю кран, который этим концом будет накручиваться на трубу отопления. Вот так американка откручивается. Здесь есть резиновая прокладка и на кране конус, который заходит в эту прокладку. Это соединение не нуждается в дополнительной герметизации и хватит стандартного. Здесь у меня находится бойлер, который необходимо также демонтировать, потому что нет доступа к верхней трубе отопления. Для того, чтобы демонтировать бойлер, необходимо слить с него воду, а для этого необходимо отключить внешнее водоснабжение. Перекрываем кран подачи холодной и горячей воды в квартиру. Открываем оба крана на бойлере. И открываем на смесителе кран холодной и горячей воды одновременно. Если на вашем бойлере нет крана для слива воды, то необходимо открутить кран подачи холодной воды с обратным клапаном. Желательно иметь сразу ведро, чтобы начать принимать с него воду. Отсоединяем систему электропитания бойлера. Для этого откручиваем нижнюю крышку бойлера и снимаем провода. И снимаем бойлер с крюков. Бойлер пока убираем в сторону, он нам не нужен. Если вы не уверены, есть ли вода в полотенцесушителе, возьмите обычную дрель с небольшим сверлом, приготовьте деревянный чоп и начинайте сверлить в нижней точке. В моем случае воды нет, значит можно работать дальше. Старый сушитель открутить не получится, потому что он хорошо прикрашен, поэтому придется его отрезать. Для этого берем строительный уровень и начинаем отмерять вертикаль. Делаем разметку на подводных трубах сверху и снизу, строго по вертикали. Метки нанесены, можно отрезать с помощью углошлифовальной машины. Мой старый сушитель закреплен на стене глухо, поэтому можно резать как сверху, потом снизу, так снизу, потом сверху. После этого отрезаем крепежи полотенцесушилки к стене. Старая сушилка очень массивная, ржавая и неприятная. Впрочем, пора ее выбросить на металлолом. Перед тем, как нарезать новую резьбу на трубе плашкой, необходимо снять фаску по краю трубы и снять краску на длину резьбы.
После этого необходимо смазать трубу машинным маслом, солидолом, литолом или даже салом. И начинаем нарезать резьбу. Немного помучившись с этой плашкой, я купил специальный набор, потому что он с центратором новый и можно хорошо сделать. А в этом тяжело очень наживить, отцентрировать. Это больше для работы с металлом, который можно ставить в тиски. Берем плашку диаметром полдюйма. Здесь есть такое обозначение. И заводим ее в трещотку. Здесь есть стопорное кольцо. Стараемся так, чтобы оно лежало по центру, и тогда оно легко наденется до фиксации. Вот оно зафиксировалось. Теперь берем рычаг, накручиваем на головку. Эта кнопка рычаг служит для изменения направления движения плашки по часовой или против часовой стрелки. Сейчас в одном направлении, если мы переводим в другое положение, она уже в другом крутится. Нам нужно по часовой стрелке. И начинаем нарезать резьбу. Сделав одно кольцо резьбы этой плашкой Интертул, пришлось взять обычную, потому что труба имеет загиб на расстоянии 5 см, а сама плашка Интертул имеет общую длину 5 см, из них 3,5 это центратор, поэтому дальше ее не хватило. И дальше буду нарезать обычной плашкой, поэтому имейте ее всегда с собой в запасе. Откручиваем плашку. В итоге получилась такая хорошая трубная резьба. Примеряем на нее будущий кран, чтобы хватило резьбы. Резьбы достаточно. Если кран на резьбе имеет большой люфт, то в этих случаях лучше применять для уплотнения паклю, чем фуму. Пакля более жесткая и лучше уплотнит соединение. На следующем этапе нужно нарезать резьбу на верхней трубе. Здесь на трубе расстояние до загиба составляет 10 см. И этого вполне хватает для нарезки качественной резьбы. Теперь переключаем направление трещотки и откручиваем. Тонким слоем наматываем по часовой стрелке паклю на резьбу. Начинаем от начала резьбы и идем к ее концу. Здесь важно найти золотую середину. Не слишком много, не слишком мало. Промазываем резьбу мастикой. Краны я использую специальные радиаторные. Они имеют особое устройство, не шаровые, а конусные. Если посмотреть внутрь, то здесь роль замка играет конус, который опускается и поднимается. Следовательно, нет шарика, который будет забиваться, и эти краны послужат дольше. С этого крана можно прикручивать. Здесь у меня 5 оборотов, поэтому не забываем, считаем. Вот два крана установлены, теперь можно приступить к монтажу полотенцесушилки. Накручиваем на край трубы сушилки переходник 3/4 на полдюйма. Я для этого использую фуму. Один край запакован. Для того, чтобы при затяжке гаек не повредить верхнее хромированное покрытие, я пользуюсь обычным малярным скотчем. Обматываем гайку и крутим, без проблем. Примерно 4 слоя хватит.
Снимаем малярный скотч и смотрим, не повредилась ли поверхность. Поверхность идеальная, и следов от зубьев ключей нет. Накручиваем второй переходник. После этого закручиваем в переходники американки. Я также пользуюсь фум-лентой. Для закручивания американок нужен специальный ключ, но если его нет, подойдет обычная стаместка. Она прекрасно сюда входит. Осталось примерить по месту новую сушилку, и можно крепить крепежи. Обводим крепежи. Снимаем сушилку и крепим их на стену. Забиваем дюбеля пластмассовые и прикручиваем крепеж с помощью самореза по дереву. Вот сюда подойдет. И монтируем на место новую сушилку. Сначала закрепляем на крепеж и закручиваем гайки. И с помощью разводного ключа затягиваем гайки. И фиксируем крепежи с помощью маленьких болтиков. Теперь новый сушитель установлен и будем ставить на место бойлера. Открываем краны. И пошло наполнение бака. Для того, чтобы вышел воздух, открываем кран горячей воды и полностью наполняется бак без воздушных пробок. Водопроводная система герметична. Теперь подключаем электропитание. Теперь бойлер установлен и готов к работе. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как своими руками заменить полотенцесушитель. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.